Существует ли история? Официальная история утверждает, что да, существует. Человек произошел от обезьяны и, совершенствуясь, дошел до своего нынешнего состояния. Сейчас набирает обороты альтернативная история. Ее последователи опровергают ученых и утверждают, что настоящую историю от нас скрывают. Только человек, не имеющий критического мышления, может верить в то, что написано в учебниках истории. Но дальше критики и альтернативщики не идут. Они не могут представить свою картину мира, поэтому год за годом исследуют исторические тайны и насмехаются над официальными историками. Все-таки стоит повнимательнее взглянуть на слово «история». Оно означает «из Торы» или взята из книги Тора. Следовательно, история опирается не на реальные события жизни, а на книжное описание. Чтобы сделать вывод, была история или нет, разберем несколько моментов. Начало цивилизации. Человек уже слез с деревьев, но еще не ушел далеко от обезьяны. И вдруг ни с того ни с сего он решает заняться земледелием. Так говорят историки. Что его натолкнуло на эту мысль, неизвестно. Как он мог захотеть того, о чем не имеет никакого понятия? Он не знает, где брать семена, как их сажать, когда собирать урожай и что с ним потом делать, как готовить муку и выпекать хлеб. Но он собирает стадо своих соплеменников и объясняет им, что отныне они будут земледельцами и в поте лица начнут зарабатывать свой хлеб. Представляете, в каком ужасе было стадо еще минуту назад питавшееся бананами, а теперь столкнувшееся с необходимостью корчевать деревья и пахать землю. Но вожак при этом добавляет, что пахать землю они будут с помощью диких лошадей, которых пойдут ловить самцы. А самки берут ветки и идут ковырять или вспахивать землю. На сегодня норма 2 гектара. Нравится такая картина? Но именно так объясняют историки. Конечно, другими, более умными словами. Не знаю, как вы, но я лично не видел обезьян, озабоченных ловлей лошадей для одомашнивания. А уж обезьян, пытающихся вскопать землю палками, даже в страшном сне не представить. Сидят себе на ветках и жуют бананы. Но здесь ладно, можно просто посмеяться. Дальше же становится не до смеха. Цивилизация упирается в препятствия, которые разрушают всю идею дальнейшего развития. Это металл. Все, приехали. Можно закрыть учебники истории и идти заниматься другими делами. Объяснить появление металла у древнего человека невозможно, а без него он, увы, не сможет сделать плуг и обрабатывать землю, подковывать лошадей и делать еще множество вещей. Как и из чего сделать металл – другой вопрос. Главное, откуда древний человек мог вообще знать о существовании в природе такого твердого элемента, как металл? Даже если бы ему показали кусок железа, как бы он понял, что его можно сделать фактически из земли, применив сложный технологический процесс? Никак. Вероятно, на дикаря сошло озарение, и он понял, что ему необходима бронза, для производства которой сначала нужно добыть медь и олово. Сказано, сделано. Собрал он стадо соплеменников и побрели они искать медную руду и кассетерит для производства олова. Взяли они палки-ковырялки, идут вздыхают, ведь десятки тонн этого добра нужно наковырять. А вожак думает, где найти руду и как из нее удалить сернистый мышьяк и вольфрам. А ведь еще и уголь нужно, известняк, те же печи, да много чего, а в руках одна дубина. А если взять более поздний период, Древний Рим, Греция, все эти спартанцы, Юлии Цезаря, гладиаторы, вся эта красивая, зрелищная, эффектная чепуха, которой никогда не было. Там уже все в металле, доспехи, мечи, щиты, корабли с металлическими таранами. Должна была работать уже целая металлургическая промышленность. А что нужно для производства металла в промышленных масштабах? Шахты, угольные разрезы, экскаваторы и другая техника, железные дороги, металлургические комбинаты и прокатные станы, то есть машиностроение, химия и много еще чего. Но если все это есть, то зачем махать мечами и стрелять из лука? С металлами все ясно. Теперь возьмем войны, еще более позднего периода. Нас уверяют, что войны на Земле происходят постоянно. Я слышал, что в течение нескольких тысяч лет на Земле было 3000 войн, историки посчитали. Войны-то были, но не такие, как нам рассказывают историки. Хорошо, давайте взглянем на одну.
Война с Наполеоном 1812 года. Не будем говорить о боевых действиях этой войны, которых естественно не было. Коснемся материальной части армии Наполеона. Давайте посчитаем, сколько в армии было лошадей. Армия состояла примерно из 600 тысяч человек, из них 100 тысяч кавалерия, то есть мы уже имеем 100 тысяч лошадей. Кроме них были лошади, везущие амуницию, продовольствие и боеприпасы. В армии Наполеона было 1370 орудий. Для перевозки одного орудия требовалось от 4 до 6 лошадей. И еще 10 лошадей порох и снаряды для этого же орудия. Итого, для перевозки всех пушек и боеприпасов понадобится 22 тысячи лошадей. А продовольствие? Его на полгода необходимо примерно 100 тысяч тонн. Для его перевозки нужно задействовать 200 тысяч лошадей. А еще амуниция, полевые кухни, стрелковые орудия, патроны, палатки. Много всего. Добавим 10 тысяч лошадей. Всего получается 332 тысячи лошадей. Теперь самое интересное. Чтобы накормить одну лошадь, нужно 20 килограмм корма в день. Для содержания всех этих лошадей потребуется примерно 400 тысяч тонн корма. Но этот корм тоже должен кто-то везти. Для этого понадобится еще 800 тысяч лошадей, для прокорма которых нужно уже 2 миллиона 900 тысяч тонн. Продолжать? Можно еще спросить, как этих лошадей напоить, как переправлять всю эту армаду через реки, где брать такое немыслимое количество корма, пропитания, боеприпасов. Одних сапог нужно 1 000 000 штук. Кто это все сшил? Вы еще верите в Наполеона? Знаете, какое самое лучшее оружие против неприятеля? Калькулятор и элементарная логика. Используя их, все великие войны рушатся как карточные домики. Хотите еще пример из истории нашей Родины? Рассмотрим эвакуацию заводов во время Второй мировой войны. Взгляните на цифры. Всего было вывезено 2743 промышленных предприятия. Из них 1350 предприятий в первые 3 месяца войны. Были эвакуированы все танковые, авиационные заводы, заводы боеприпасов и вооружения, 150 машиностроительных заводов, 94 металлургических, нефтехимические предприятия и так далее. Вроде все нормально, о чем тут говорить. Это подвиг советского народа. Да, но человек, знакомый с проектированием и производством, скажет, что это невозможно. Тем более в таком количестве и в такие сроки. Вы видели металлургические предприятия? А нефтехимические? А завод по производству самолетов? Вы всерьез думаете, что их можно вот так вот запросто разобрать, перевести и установить в поле? А как вы перевезете доменную печь, а прокатный стан, а оборудование по перегонке нефти? Рискну сказать, что это в принципе невозможно. Проще, пожалуй, построить новые заводы. А что вы будете делать с негабаритными грузами? Как вы их будете доставлять на вокзал? Где вы возьмете специальные вагоны? Как и чем будете на них грузить? И еще 1000 подобных вопросов. А если вы даже довезете все это до места и свалите на землю, что дальше? Ведь нужно подготовить фундамент. А для этого должны быть проведены геодезические, топографические проектные работы. Ведь малейшая неточность и катастрофа неизбежна. А еще нужно провести электрические сети, воду. Я знаю, что такое проектная работа. Одни согласования могут длиться годами. Можно сделать вывод. Перевести эти заводы было невозможно. Также не существует фотографий, как заводы разбирают, грузят и перевозят. Нет вообще ничего, кроме немногих невразумительных снимков, на которых перевозят кучи наваленных как попало ящиков. Эти примеры можно перечислять до бесконечности. Исторические факты при ближайшем рассмотрении представляют из себя совершенные небылицы. Все эти рыцари в железных скафандрах, мушкетеры в шапках с перьями, злобные пираты, отважные мореходы, великие полководцы, просто нарисованные куклы. А все эти великие исторические события – войны, походы, завоевания, революции, открытие новых земель – это декорации нашей игры. Театр теней. На самом деле никакой истории не было, она полностью вымышлена. Мы здесь недавно и появились сразу в приготовленном для нас мире. А история выдумана, чтобы мы ощущали себя великими и чувствовали себя комфортно в этом мире.
Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. До новых встреч на канале Темпларио. Всем здравого ума и чистого разума.